Глава 6. Смертельная схватка. Не проходило и дня, чтобы Винсент не терзал себя за совершенное в Броке преступление, не жалел об ошибке, которую невозможно было исправить. Не стоило убивать Бенни. Добродушный пожилой дворецкий служил семье Стерлингов верой и правдой не 10 лет. Нужно было просто оглушить безобидного слугу, связать, заткнуть кляпом рот и спрятать в чулане. Увы, будучи угнетенным и напуганным мыслью повиноваться предкам во всем и всю жизнь, Винсент согрешил. Но рано или поздно ему придется ответить за содеянное. Если не перед британским судом, то перед Господом. За время плавания он не раз убеждал себя в том, что по прибытии в Порт-Айн нужно сдаться властям, рассказать правду и сознаться в содеянном. Учитывая явку с повинной, обстоятельства случившегося, искреннее раскаяние и его родословную, наказание не будет суровым, а, возможно, Винсента и вовсе помилуют. Хоть отец и строг, лорд точно не станет настаивать на аресте сына. Слишком высока вероятность подмочить собственную репутацию. Как бы то ни было, он не мог решиться на столь отчаянный поступок. Боялся. Этой ночью Винсент снова убил. Правда, в этот раз он защищал себя и свою любимую. Впервые в жизни он не убежал от проблемы и не попросил помощи. Сам справился со смертельной опасностью. Все высыпали на верхнюю палубу. Даже Марсовый спустился с мачты и ободряюще похлопывал его по плечу. Лишь несколько матросов примкнуло к солдатам, державшимся позади лейтенанта. Маски были сорваны. Наконец Винсент увидел, кто на чьей стороне. Глядя на капитана Вольта, Боба, Рэя, доктора Фиджеральда и остальных матросов-призрака, он начал воспринимать себя частью этой команды. На их лицах читались сочувствие и намерение наказать молодого, но дерзкого офицера, виновного в попытке покушения на Винсента и изнасиловании благородной леди. Придерживая рукой промокшее до нитки порванное зеленое платье, накинув на плечи плед, Британи держалась в стороне. Некогда прекрасное лицо девушки казалось бледным, словно холод пробирал ее до самых костей. На щеках блестели то ли слезы, то ли капли дождя. Намокшие светлые волосы спадали вниз до полуобнаженной груди. Она стояла рядом с Марго, которая крепко сжимала руку подруги и что-то шептала ей на ухо. Винсент смотрел на любимую и задавался вопросом, что произошло с их жизнью. Он не находил ответа. Со вчерашнего дня они так и не поговорили. Будет ли у них еще возможность перекинуться хоть словом? Несмотря на то, что Винсент находился в шаге от возможной смерти, он никогда в жизни не чувствовал себя таким живым. Стоял в ожидании дуэли гордо, высоко подняв голову, не прятал глаз от своего обидчика. Негодяй полка получил по заслугам. Оставалось покончить с Дарлом. Вокруг царил удручающий пейзаж с бесконечно мрачными просторами океана. Погода испортилась окончательно. Хмурое небо почернело от туч, нависало над судном так низко, будто наделось на длинные мачты призрака. Завывал штормовой ветер. Дождь перешел в ливень и хлестал людей по лицам мелкими холодными каплями, словно лил слезы по человеческим жизням, висевшим на волоске. А стоны деревянного корпуса исполняли реквием для одного из дуэлянтов.
«Тяните жребий!» — провозгласил капитан Вольт. «Тот, кому достанется короткая соломинка, стреляет первым!» Рэй подошел к Винсенту и протянул руку с парой колосков. Винсенту повезло. В предвкушении победы сердце заколотилось быстрее. «Ты готов отправиться на тот свет? Уже написал завещание?» — крикнул Даррелл. В голосе бывшего друга звучали насмешка и презрение. Глаза противника блестели. Враг был уверен в своей победе. «Лучше помолись, Даррелл!» Но лейтенант его будто не слышал. «Вижу, ты торопишься умереть. Но не стоило тебе играть с огнем, малец. Особенно с тем, который не сможешь потушить». На фоне молний, прорезавших черное небо, его темный силуэт в красном выглядел непривычно опасно. Даррелл будто стал вдвое выше. Плечи под пиджаком, украшенным эполетами, раздались в стороны. Пронзительный взгляд не сулил ничего хорошего. Однако, как он ни старался, ему не удалось напугать Винсента. Сержант Калахан выступил в роли секунданта своего командира. Вольт вызвался представлять интересы Винсента, а заодно юридически засвидетельствовать факт и личные права вовлеченных в дуэль. «Держи, парень!» Капитан подал ему серого лиса. «Отличный огнестрел! Снес бандиту Даррелла полчерепа! Я проверил и перезарядил его! Надеюсь, ты не промажешь и в этот раз!» Он ободряюще подмигнул Винсенту. Дуэлянты встали спинами друг к другу, держа пистолеты на изготовке. «20 шагов, господа!» — объявил Вольт стреляющимся и подал знак расходиться. Не обращая внимания на бушевавшую вокруг корабля стихию и жуткую качку, позабыв о грозе, способной в любой момент обернуться жутким штормом, люди стояли и, затаив дыхание, наблюдали за зрелищем, развернувшимся на палубе. Винсент чувствовал на себе взгляды всех членов экипажа. 10 шагов!» За спиной прозвучал хладнокровный голос сержанта Калахана, заставивший колени Винсента дрожать, но не от страха, а от возбуждения. Он еще крепче сжал пистолет, сосредоточился на своем дыхании, пытаясь успокоить нервы. 3! Секунданты продолжали отсчитывать расстояние. Временами, когда Винсенту было совсем плохо, он думал о смерти. Представлял, как, будучи дряхлым стариком, проведет последние часы жизни, лежа в теплой кровати своего огромного поместья, слушая прекрасный нежный голос, склонившийся над ним супруги. Когда придет время, он отправится навстречу с Богом, а Британи будет держать его за руку и тихонько плакать. Видно, у Создателя на этот счет были другие планы. Молодого, промокшего и озябшего Господь привел Винсента на край света, где он стоял под проливным дождем и шквальным ветром, слушая и исполняя команды сержанта Калахана и капитана Вольта. 1! Повернулись!» Перед тем, как все решится, ему еще раз захотелось заглянуть в бездонные лазурные глаза Британи. Но из-за проливного дождя он не смог разглядеть ее лица. «Сейчас я сделаю выстрел, который решит мою судьбу. Мне нельзя промазать». Винсент взглянул на Даррелла и с ужасом для себя понял, что попасть с такого расстояния во врага было практически невозможно. В каюте он стрелял почти в упор, а тут дуэлянтов разделяло 40 шагов, не говоря о сильной качке и порывистом ветре. Сквозь нещадно хлеставший по лицу ливень фигура лейтенанта казалась размытым красным пятном. Винсент прицелился и надавил на спусковой крючок.
Разразившись огнем, серый лис дрогнул в руке. Миг растянулся подобно полотну на огромном холсте картины, что висело в особняке его родителей. Все с замиранием смотрели на Даррелла. Тот даже не шелохнулся. «Промазал!» Винсент почувствовал, как гнусное разочарование втыкает в него свои острые иглы. Жизнь резко потеряла смысл, стала бесцветной, пустой. Теперь ему удалось отчетливо разглядеть Британи. Она не смотрела на него, закрыла ладонями лицо, боясь даже пошевелиться. Плечи девушки подрагивали. На секунду Винсенту показалось, что она заплакала. А вот взгляд Даррелла был холодный, расчетливый, ярко контрастирующий с ухмылкой, так и не сошедшей с лица. Пришел его черед целиться и стрелять. «С момента, как я промазал, от меня ничего не зависит. Отныне моя жизнь всецело в руках Господа». Винсент смирился со своей участью, просто стоял в ожидании конца. Радовало одно — он по-прежнему не чувствовал страха. Это была его самая большая и главная победа. Все кончится здесь и сейчас. Сквозь оглушительный раскат грома, сотрясший воздух, над замершими в ожидании людьми раздался звук взрыва. Удар сумасшедшей силы в лобную кость потряс Винсента. Его развернуло и кинуло лицом вниз. «Попал!» Только и успел подумать он перед тем, как оказался лежащим на палубе. Будучи слегка оглушенным, но находясь в сознании, сквозь звон, стоящий в ушах, Винсент видел, как в стелившемся над палубными досками дыму замелькали сапоги, послышались крики и душераздирающие вопли людей. «Друг!» Подоспевший Кок схватил его и перевернул к себе лицом. «Живой?» Винсент кивнул. «Черт, да ты ранен!» Овальное лицо помог ему сесть. «Враг по правому борту! Испанский корабль!» Заревел капитан Вольт, поправляя на своей голове перекошенную двууголку. Рядом с ним лежал и вопил во всю глотку молоденький юнга, у которого отсутствовала часть ноги. От жуткого крика мальца и вида обломка кости, торчащего из окровавленной культи, Винсента чуть не вырвал. Над головой послышался свист, за спиной раздался треск дерева. Снаряд, выпущенный из орудий испанского корабля, повредил бизань-мачту, которая переломилась и повисла на канатах. «Присядь тут!» Боб прислонил Винсента к борту и осмотрел рану. «Жить будет! Обычная царапина!» Убедившись, что рана не опасна, Кок помчался помогать другим матросам. Винсент искал глазами Даррелла. Лейтенант стоял у фок-мачты, отряхивая от налипшей грязи свой ярко-красный офицерский кафтан, и громко командовал. «Заряжайте ружья! Кто застрелит хоть одного испанца, получит надбавку к жалованию!» «К пушкам! Дадим им попробовать наш металл!» — голосил капитан, заглушая звук свистка Рэя. Недалеко от себя Винсент заметил Британи и Марго. Девушки спрятались между бочек, стоящих возле брашпиля. Перед тем, как кинуться к ним на помощь, он мельком посмотрел в ту сторону, откуда прилетело ядро. С десяток ярких огненных вспышек вырвали из ночи черный борт атакующего их корабля с золотым львом под бушпритом. Кто-то из матросов с силой толкнул его в сторону, чем спас ему жизнь. Раздались взрывы. Облако пыли, щепок и человеческих ошметков взмыло над Мэйфлауэром. В месте, где он только что сидел, образовалась и зияла здоровенная дыра.
Треск дерева и звуки лопающихся тросов смешались с отчаянными криками людей, прерываемыми уверенными командами командиров. Одному из солдат Даррелла что-то воткнулось в ногу. Другой, весь в крови, полз на четвереньках, покачиваясь из стороны в сторону. Еще двое убитых шарапнелью лежали в нескольких шагах от Винсента. Первый уткнулся ничком в палубу, раскинув в сторону руки и ноги. Рядом, завалившись навзничь, глядел остекленевшими глазами в небо второй. Матросам Вольта тоже досталось. Над ними колдовал доктор Фиджеральд. Призрак ответил испанцам унылым огнем из 5 пушек, установленных вдоль борта. «Идем в шторм!» — приказал Вольт, обеими руками вцепившись в штурвал. Ветер завывал и разматывал паруса. Волны, словно горы, вздымались и опадали в гипнотическом ритме. Обрушивая на судно всю свою мощь, они набрасывались на призрака, разбивались о его борт, а после, перекатываясь и пенясь, бежали вдоль палубы, сбивая с ног и смывая за борт членов экипажа. «Берегись!» — крикнул Даррелл в тот момент, когда канаты не выдержали, и сбитая ядром бизань мачта полетела вниз. Утягивая за собой лохмотья порванной парусины, она с грохотом рухнула на палубу, придавив раненых людей и дока. Увлекаемый ею белый парус накрыл тела. Винсент хотел кинуться им на помощь, но крик Британи заставил его задержаться. До смерти напуганная, она подбежала к нему и приложила к колбу белый платок, который сразу покраснел от крови. Винсент схватил ее и потащил к проходу, ведущему на нижние палубы. В воздухе разыгралась настоящая симфония. Ветер завывал и разносил над обезумевшим океаном канонаду пушек и залпы мушкетов. Гремел гром. Звон корабельного колокола заглушали яростные крики людей и свист пролетающих над головами ядер и шрапнели. Пока они бежали к люку и спускались вниз, он видел Овальнолицего и других крепких парней, отчаянно пытавшихся срезать остатки перепутанных канатов и сбросить сломанную мачту за борт. Слышал, как Рэй спорил с Вольтом. «Капитан, идти в шторм — самоубийство!» «Самоубийство? Оставаться здесь! Так у нас хоть будет шанс спастись! Надеюсь, Бог смилостивится над нами!» Винсент с Британи вбежали в каюту. Следом за ними в распахнутую дверь влетела Марго. Он усадил их на своей кровати, а сам кинулся к окну. Призрак развернулся и встал по ветру. Мэйфлауэр взмывал на волнах, после чего проваливался в черную бездну Атлантики. Дождь превратился в водяную стену, освещаемую кривыми молниями. Судно вздрагивало, скрипело, боролось со стихией. Казалось, корабль хотел жить не меньше людей и из последних сил мчался вперед. Потихоньку грохот пушек стал стихать. Они уходили от преследователей. Океан затягивал их туда, откуда не было спасения, но призрак упорно шел вперед. Потрепанный штормом и испанским военным кораблем, Мэйфлауэр разрезал огромные волны, но те вновь собирались, чтобы с новой силой обрушиться на несчастное судно. Они подхватывали и несли корабль навстречу неминуемой погибели. «Что застыли, как мраморные?» В двери появился Вольт. «Испанцы потеряли нас! Испугались шторма!» Вы уверены, капитан? Поинтересовалась Марго испуганным голосом. «Марсовые глаза сломал! Силясь отыскать их мачты на горизонте! Держу пари! Храбрецам не хватит смелости прогуляться по взбесившемуся океану под полными парусами! Куда им тягаться с английским флотом?» Вольт расхохотался. Винсент сел рядом с Британи, пытаясь успокоить любимую. Девушка вся тряслась.
Ее кожа казалась бледнее обычного, зубы стучали, платье и плед, которым она укрывалась, насквозь промокли. Он накинул на нее сухое одеяло и, крепко обняв, прижал к себе, стараясь согреть. Марго не отпускала руку лучшей подруги и отчаянно изображала улыбку, желая прогнать дурные мысли. Вот что, ложитесь спать. Утро вечера мудренее. Сегодня мы с Рэем сделаем все от нас зависящее, чтобы выжить и выбраться из шторма. А завтра справим панихиду по погибшим товарищам. С этими словами Вольт откланялся и скрылся за дверью.